Всем привет, меня зовут Полина. Иногда, когда мы работаем с тканью или с кожей, нам необходимо проделать там отверстие, чтобы затем продевать туда какой-то шнур или тесьму. Так вот, понятно, что крайне желательно обработать края такого отверстия, чтобы оно могло выдержать какую-то серьезную нагрузку. Сегодня для такой цели используется такой элемент фурнитуры, как люверсы. Но они появились относительно недавно, примерно в XIX веке, если я не ошибаюсь. И что же тогда использовали до того, как они появились? Сегодня я расскажу вам один старинный способ обработки краев отверстий. И кроме того, я хочу проверить его на прочность и сравнить с современными люверсами. Итак, нам понадобится 2 слоя ткани, а также металлическая шайба или кольцо с подходящим по размеру отверстием. Для наглядности я возьму большую шайбу, обведу ее и вырежу отверстие в обоих слоях ткани. Затем нужно поместить шайбу между слоями так, чтобы все отверстия совпали. Теперь осталось только пришить шайбу к ткани. Сперва я просто фиксирую ее по кругу, а затем делаю более частые стежки. Главное, чтобы отверстие было полностью обшито. Если подобрать нитки в тон ткани, то отверстия будут смотреться очень аккуратно. Кроме того, для красоты можно использовать какой-нибудь интересный шов. Итак, я закончила обшивать шайбу и теперь хочу немного поэкспериментировать, поэтому установлю еще и люверс. Сначала я помещаю втулку под специальный пресс, надеваю на нее ткань с отверстием чуть меньшим, чем размер втулки, а затем сверху кладу шайбу и фиксирую. Я специально подобрала люверс так, чтобы отверстия, обработанные 2 способами, были примерно одинаковые. Для надежности желательно продублировать ткань с изнанки. Теперь самое интересное – проверим наши отверстия на прочность. Для этого я продену в них шнур и буду поднимать разный вес. Посмотрим, как долго они продержатся. Начну с половины килограмма. Как ожидалось, это слишком маленькая нагрузка. Килограмм тоже несерьезно. Попробуем блин весом 2,5 килограмма. И все в порядке. — 5 килограмм. Ощутимо, но фурнитура все еще держится. 7,5 килограмм уже сложно поднимать ладонью. Но посмотрите, ни одно из отверстий не повредилось. В одежде, по крайней мере, вряд ли будет такая нагрузка даже в корсете. Попробую немного увеличить вес и поднять 8,5 килограмм.
шайба по-прежнему на месте, а вот люверс не выдержал. Это, конечно, не доказывает, что люверсы чем-то плохи, просто так хорошо видно, насколько вариант с шайбой надежный. Правда, обшивать отверстия намного дольше, чем устанавливать люверсы. С другой стороны, для этого способа не нужно никакого оборудования. Обязательно поставьте лайк этому видео, если сегодня вы узнали что-то новое. Ну а на этом все. Пока-пока, увидимся!